«А ну пошел! Отсюда! Развелось!» Бродяг, бородатый мужик в форме дворника, топнул ногой и смачно плюнул на асфальт, смотря вслед удирающей дворняжки. Дворнику было все равно, что маленький замерзший песик бегал в поисках тепла. Уже несколько дней, как он, преданный своим хозяинам, ночевал на снегу возле налоговой конторы. То и дело он подбегал к сотрудникам, судорожно втягивающих сигаретный дым во время коротких перекуров. Но надежды, что ему перепадет маленький кусочек еды, таяли. Похоже, зима остудила не только окружавший его мир, но и сердца людей. Вечерело. На заснеженных улицах зажигались фонари. От их холодного света, падающего на дорогу и сугробы, становилось еще холоднее. Лапки песика совсем замерзли, а в животе было предательски пусто. Кто так и не кинул ему даже маленького кусочка булки. Теперь ему предстояло провести еще одну ночь на улице. Мимо проехала машина. Вдалеке залаяли собаки. Сердечко забилось сильнее. В случае, если они его почуют, он не успеет убежать. Песик сел у ворот налоговой. Поочередно поднимая к груди замерзшие лапки, он провожал взглядом выходящих из ворот людей. Ему повезло. Женщина заметила жмущегося к воротам песика и подошла ближе. Взяла его под мышку и пошла по дороге, вдоль которой росли покрытые снегом кустарники. Он не знал, куда его несут. В конечном счете его могли просто отнести подальше от налоговой и сбросить в кусты. Кому нужна бродяжка? Но кустарники закончились, а песик продолжал сидеть на руках у женщины. Его не выкинули. Женщина зашла в подъезд. В нос песика ударили новые запахи. Пахло кошками, другими собаками и едой. Сердечко снова забилось сильнее. Женщина поднялась на второй этаж и позвонила в дверь. Через несколько секунд раздался звонкий лай, и послышались шаги. Дверь открыла девушка. «Простите, это ваша собачка?» Женщина указала подбородком на маленькое бежевое создание под мышкой. Явно уже не щенка. «Нет, это мальчик, а у нас 2 девочки», — ответила девушка. «Но все равно, давайте его сюда, не ночевать же ему на морозе», — продолжила она, протягивая руки и забирая дрожащего песика. Он был очень холодный, но на удивление чистый. «Ну и что мне с тобой делать, а?» — дружелюбно сказала девушка, разглядывая незваного гостя, который уже вполне освоился и обнюхивал пол и стены. Незнакомец вызвал живой интерес у других обитателей квартиры, 2 пинчеров. Они виляли обрубками хвостов и таращили глаза. «Неужели кто-то еще будет есть из нашей миски? Придется тебя выкупать, хочешь ты этого или нет». Девушка подняла песика с пола и понесла в ванную. Он не сопротивлялся, пока его намыливали шампунем и промывали теплой водой. Когда он полностью высох и поел, то продолжил исследовать свой новый дом с опаской и интересом. За ним следом с не меньшим интересом следовали 2 собачки, поэтому песик периодически оборачивался. В комнатах было тепло, чисто и вкусно пахло. Когда пришло время спать, песик запрыгнул на кровать, будто знал, что она предназначена для сна. «Нет-нет, дорогой, ты будешь спать вон там», — мягко, но строго сказала девушка, указав на кресло. Песик повиновался. Спрыгнув с кровати, он забрался на кресло и, немного покрутившись, улегся. Так он проспал всю ночь. Но наутро он решил попробовать еще раз и перебрался на кровать, лизнул лицо девушки, уткнулся в плечо и заснул. Девушка не стала прогонять его. «Натерпелся, бедолага», — подумала она. Для песика, которого назвали Вольтик, начиналась новая жизнь, без холода, голода и предательства, без одиночества. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!